Всем привет! Меня зовут Гульнас. Я мама особенного ребенка. В прошлых сюжетах я вам уже рассказала, как родился мой малыш и как мы узнали о наших пороках. В роддоме я находилась 5 дней, малыша держали все эти 5 дней в реанимации и кормили через зонд. Они не давали мне возможности попытаться покормить его из специальных бутылочек Меделла, которые я приобрела. Будучи в роддоме, я позвонила в Москву к профессору, хирургу, челюстно-лицевому хирургу Гончакову Геннадию Васильевичу. Мы с ним пообщались по телефону, я сообщила о том, что мы родились. Я отправила ему фотографию моего ребенка, попросила не нервничать, не переживать, что все поправимо, что он нам поможет. Единственное, с чем я должна буду работать тщательно, это с питанием ребенка. В день выписки я ждала своего ребенка в зале ожидания, то есть там, где проходит праздничная фотосессия, выписки новорожденных. Все вокруг были счастливы, все были с цветами, проводились фотосессии. Мне было очень обидно, конечно, что наша выписка не такая, как у всех, нестандартная. Нас должны были перевезти с ребенком на машине скорой помощи в отделение патологии новорожденных. Я очень нервничала, ждала этого момента, чтобы взять его на руки, но ко мне вышел заведующий отделения реанимации, чтобы я подписала некие документы. Я их, естественно, не была в состоянии читать. И напоследок он мне сообщил о том, что ребенок совсем не слышит. Но это была последняя капля в моей чаше терпения. Я начала сползать по стенке и спрашивать, почему, как, еще и не слышит. Мало того, что у нас большие проблемы с сердцем, и заведующий просто отвечает мне, ну, так бывает при множественных патологиях. Вот так просто и легко он мне ответил, ну, так бывает при множественных патологиях. Нас перевезли в отделение патологии новорожденных. Моего ребенка перевезли в палату для тяжело больных и для отказников. Заведующий отделением Петрова, уточню, это город Ижевск, попросила меня показать, как я собираюсь кормить своего ребенка. Я достала бутылочку Меделла с соской, налила туда свое грудное молочко, подогрела и начала кормить ребенка. Моя ошибка была в том, что я не сильно нажимала на соску, боясь, что ребенок поперхнется. Струя шла очень слабо, ребенок очень сильно пытался сосать, потому что он был очень голоден и очень быстро уставал и засыпал. В итоге он у нас съедал по 20 миллиграмм, что очень мало для 5-дневного новорожденного ребенка. Заведующая посмотрела, как я справляюсь, и сообщила о том, что на следующий день могут нас соединить в отдельную палату. Разместили нас в палате, где находилось 4 взрослых женщин и 4 детей. На самом деле отделение было переполнено. Я не думала, что у нас так много рождается детей с патологиями. В палате было невыносимо жарко. Девочки не открывали окна, на улице стояла 30-градусная жара. Они также не открывали входную дверь, боясь, что их ребятишки простудятся. Дышать было невозможно. Мало того, что жарко, они еще развешивали свои стиранные пеленки, одежду детей, вешали на кровать. То есть это была натуральная парилка сауна. На следующий день мне отдали моего ребенка. И я видела взгляды девочек, когда я уходила пообедать или поужинать. По возвращению я видела, как они разбегались по своим кроватям от моего ребенка. Я видела их сочувствующие взгляды. На самом деле, можно сказать, это очень такое уродство лица ребенка, при виде которого не у каждого психика
нормального человека может выдержать. Об этом я еще позже вам расскажу, об реакции окружающих. Я подошла к заведующей и попросила дать нам платную палату отдельную, на что она мне ответила, что платные палаты, они все заняты, потому что там лежат дети с патологиями намного хуже нашей. Сказала, что, конечно, она меня понимает, что эстетический вид моего ребенка смущает многих. Но, тем не менее, на третьи сутки она нам выделила платную палату, за что я ей очень благодарна. Побывав в отделении патологии новорожденных, я поняла, что наша патология по сравнению с теми патологиями и синдромами, которые я встретила в комнате новорожденных для отказников, она несравнима. Вы не представляете, как было мне жалко этих детей. Хотелось подойти к каждому, погладить по головке, прижать, дать какую-то теплоту. На протяжении 10 дней, которые мы провели в отделении патологии новорожденных, я не могла спать. То есть, когда я ложилась спать, когда я начинала засыпать, я просыпалась от того, что я не могла дышать. У меня было ощущение, что у меня грудная клетка продавливается внутрь. И я просыпалась с глубоким вздохом. И у меня был страх, что я засну и не проснусь. Я не знаю, почему я не обратилась к заведующей за помощью. Наверное, мне не хотелось ее отвлекать по таким пустякам, потому что я видела, что этот человек практически живет на работе. И когда я ей задала вопрос, а вы вообще отдыхаете? На что она мне ответила, какой нам отдых? Вы же видите, какие здесь ребятишки. Это моя жизнь, это мои дети. Вот таким врачам мне бы хотелось поставить памятник каждому. Самое сложное в больнице, это, конечно же, сцеживаться, подогревать молочко, мыть посудку, кипятить ее где-то. Я с собой взяла специальный подогреватель для бутылочек, обязательно же взяла с собой чайник для того, чтобы обрабатывать кипятком бутылочки. Ну вот и прошли те мучительные 10 дней, на протяжении которых нам заведующая всегда твердила: если вы не будете набирать вес, я вас не выпущу. Также нам заведующая сообщила, чтобы я ни в коем случае не соглашалась на операцию на губки до 6 месяцев, так как сердечко у нас не очень хорошее. Несколько раз мне повторяла о том, чтобы я ни в коем случае до 6 месяцев не трогала ребенка, не таскала его на операции, хотя Москва, Гончаков предлагал мне оперироваться уже в 3 месяца стандартно, как и для всех. В день выписки за мной приехал мой отец, а также отец ребенка. Когда отец ребенка взял малыша на руки, он очень долго молчал и смотрел на него. Конечно же, я за 2 недели уже свыклась с его внешностью, но мужчины у нас не такие сильные, как женщины. И ему, конечно же, было тяжело. Единственная его фраза была: какой же он все-таки маленький, а он вообще когда-нибудь подрастет. Родились мы 2 килограмма 800 грамм, 48 сантиметров. Очень-очень маленький рост, очень маленький вес. Подъезжая к дому, мой отец повернулся, посмотрел на своего внука. И, конечно же, для него тоже это было шоком. Единственное, что он произнес, что как же много предстоит этому малышу пережить. Сколько же операций ему потребуется для того, чтобы восстановиться. Ну, вот так мы выписались, вернулись домой. В следующем видеосюжете я вам расскажу о том, как мы питались, как это было все-таки непросто,
среди моих подписчиков есть родители, дети которых родились или которых они еще ожидают с аналогичным диагнозом. Напишите мне в комментариях, пожалуйста, как отреагировали ваши родственники при выписке вашего ребенка. На самом деле этот вопрос очень волнительный, мучительный для рожениц. Мы не знаем, чего ожидать от наших родственников. Мы не знаем, примут ли они наших детей. И это понятно. Как я уже говорила, не каждая психика может это выдержать. Такие значительные изменения лица ребенка. Напишите, пожалуйста, поделитесь своим опытом. Если вам понравился мой видеосюжет, поставьте, пожалуйста, лайк. Вам не сложно, а мне приятно. Я вам всем желаю здоровья. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!